Срочные новости этого дня. Пресс-служба комитета сообщает печальные новости о известном журналисте и телеведущем Владимире Познаре, который еще несколько недель назад незаконно вернулся в Россию, был задержан комитетом и полицией и отправлен в следственный изолятор. По делу Владимира Познара стал проходить и другой российский телеведущий Иван Ургант. Владимира Познара и его друга Ивана Урганта обвинили в попытке вывести из России крупные денежные суммы за рубеж, а также в предоставлении недостоверной информации о Российской Федерации. Ивана Урганта оставили под домашним арестом, а Владимира Познара отправили в СИЗО. Однако во время нахождения в камере временного задержания с Владимиром Познаром произошло чрезвычайное событие. Сначала он получил ранение от своего сокамерника и был отправлен в больницу. А сегодня утром стало известно, что Владимира Познара пытались отравить. И на данный момент телеведущий находится в тяжелом состоянии. На данный момент пока неизвестно, кто замешан в данном преступлении. Однако в связи с тяжелым состоянием здоровья, даже если Владимир Познар и останется жив, он вряд ли сможет вернуться к выполнению своих профессиональных обязанностей. Не менее печальная новость поступила из-за рубежа. Чрезвычайное событие произошло во время третьего судебного заседания по делу о сыне Натальи Королевой Архипа Глушко, который обвиняется в некоторых тяжких преступлениях, среди которых смерть ректора Института культуры, ограбление банка и многие другие. Еще неделю назад стало известно, что сыну Натальи Королевой Архипу Глушко за его преступные деяния грозит или 100 лет лишения свободы, или высшая мера наказания, как положено по законам зарубежных стран. Отметим, что еще год назад Архип Глушко должен был понести строгое наказание, однако за него заступился пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он обменял Архипа Глушко на преступника из Америки, который находился в России, и Архип Глушко вновь оказался на родине. Однако спустя некоторое время антикоррупционный комитет добился пересмотра дела, и Архипа Глушко вновь отправили в США для проведения судебного разбирательства. Стало известно, что вчера вечером во время третьего судебного разбирательства возник конфликт между сыном Натальи Королевой и его отцом Сергеем Глушко, который также находился на судебном заседании. Стало известно, что во время перерыва в судебном заседании Сергей Глушко попросил права личного разговора со своим сыном Архипа Глушко. Беседа проходила на третьем этаже судебного здания, где и произошло чрезвычайное событие. Пока достоверно неизвестно, что именно произошло. Или же Архип Глушко просто поскользнулся, или же у него возник конфликт со своим отцом Сергеем Глушко. Зрители видели, что оба мужчины перед чрезвычайным событием размахивали руками и отчаянно спорили. Так это или иначе, но Архип Глушко в результате спора со своим отцом выпал с окна третьего этажа и на данный момент находится в тяжелом состоянии. У него диагностирована тяжелая травма позвоночника. В связи с тем, что вина Сергея Глушко на данный момент не полностью доказана, его пока не арестовали, а вот его сын Архип Глушко находится в тяжелом состоянии. В связи с этим судебное разбирательство может быть отложено на неопределенное время. Надо отметить, что свое первое преступление Архип Глушко совершил еще летом 2023 года. Это произошло в Москве в Институте культуры. Из-за плохой оценки, из-за отчисления из вуза Архип Глушко лишил жизни ректора Арсения Кузнецова. Это уже 4-й суд, который проходит над сыном Натальи Королевой. 2 раза его признавали невменяемым, и он проходил лечение в психиатрической клинике. Российская общественность надеется, что на этот раз сын Натальи Королевой понесет заслуженное наказание. Стоит отметить, что в перерыве между судебными заседаниями сын Натальи Королевой женился.
Однако, если суд вынесет строгий приговор, то произойдет трагедия. Стоит отметить, что и бабушка Архипа Глушко имеет богатую криминальную историю. На данный момент она находится в СИЗО города Москвы. Еще год назад она помогла совершить побег своему внуку. Тогда Архипу Глушко удалось ускользнуть от правосудия. Он, немного изменив внешность, оказался за рубежом. Ну а еще 2 года назад Людмила Порывай впервые оказалась в местах лишения свободы, находясь в Соединенных Штатах в Америке, в городе Майами. Тогда мать Натальи Королевой обвинили в незаконных операциях с недвижимостью. Она оказалась в местах лишения свободы, однако позже ее выпустили по амнистии в связи с состоянием здоровья. К этому часу поступили чрезвычайные новости и о известном общественном деятеле Сергее Собянине. Сегодня утром комитет Никиты Михалкова и прокуратура Российской Федерации предотвратила очередную незаконную попытку Сергея Собянина вывести крупную денежную сумму в иностранной валюте из России за рубеж. Стало известно, что Сергей Собянин пытался вывести в зарубежные банки 4,5 миллиона долларов и 3 миллиона евро. Однако все эти финансовые средства были задержаны, арестованы и доставлены обратно. Теперь данные финансовые суммы будут конфискованы у Сергея Собянина и национализованы государством. По данным пресс-службы комитета, большая часть этих денег пойдет на увеличение золотого запаса Российской Федерации, помощи спецоперации, строительство новых больниц и улучшение социального уровня жизни россиян, помощи пенсионерам, инвалидам и так далее. К слову сказать, до сих пор продолжается судебное разбирательство о другом чрезвычайном событии, связанном с Сергеем Собяниным. Оно произошло еще в конце прошлого года. Сергей Собянин не выплатил 13-ю пенсию многим пенсионерам Москвы и Московской области. Некоторые пенсионеры все-таки получили финансовые средства, но большая часть до сих пор осталась без социальных доплат. Как сообщает пресс-служба комитета, руководство организации делает все возможное, чтобы в самые ближайшие месяцы пенсионеры получили положенные финансовые доплаты. Ну а буквально несколько минут назад стало известно, что сотрудники комитета, известные артисты, главный финансист организации Юрий Назаров и заместитель Александр Домогаров продолжают упорную борьбу, чтобы у антикоррупционного комитета появился свой собственный телеканал и радиостанция. Напомним, что телеканал и радиостанция – это была давняя мечта покойного известного артиста, сотрудника комитета Александра Ширвинда. Он упорно работал над появлением нового телеканала. Как заявляет Александр Юрьевич Домогаров, основная проблема на данный момент – это не предоставление эфирного времени антикоррупционному комитету. Однако, по словам того же Александра Домогарова, организация будет делать все возможное, чтобы уже к лету у комитета появился свой собственный телеканал. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.